Привет, друзья! Сегодня готовлю кимпап. И многие знают, что это самая популярная и любимая еда в Корее. После кимчи, наверное, это точно. Кимпап – это рисовый рулет, завернутый в морскую капусту, называется ким, и риса – пап. Поэтому и название отсюда кимпап. В Корее кимпап можно найти везде. Он популярен как среди взрослых, так и детей. Попробуйте приготовить сами и будьте готовы влюбиться раз и навсегда в это восхитительное блюдо – кимпап. Секрет вкусного кимпапа – это правильно приготовленный рис. Рис предварительно хорошенько промыть и замочить желательно на 3-4 часа. Затем добавить морскую капусту для улучшения вкуса и питательности. Рис станет намного вкуснее. Также важно приготовить рис правильно, регулируя количество воды. Он не должен быть слишком липким или жестким, все в меру. Пока рис варится в кашеварке, заготовим овощи. Морковь натереть соломкой или нарезать, затем залить ее кипятком, разбавленным солью. Так мы уберем горечь с моркови и смягчим ее. Слегка ее перемешаем и даем стечь в воде. Для кимпапа морковь можно слегка поджарить на сковороде, но я делаю так, как проще и вкуснее. Огурцы промываем и также режем соломкой. Серединку огурцов, семена, лучше не класть в кимпап, но я ее не выкидываю и ем просто так с удовольствием. В Корее многие не любят огурцы, и поэтому многие делают без них, но мне нравится хруст и запах свежих огурцов чувствовать в кимпапе, поэтому обязательно добавляем их. Буду делать кимпап двух видов – с сосисками и с тунцом. Беру тунец, вынимаю ее из банки и сцеживаю весь сок через сито. Все это хорошо обминаю. Добавляю туда нарезанный мелко маринованный огурец. Это очень прекрасное сочетание: нежный консервированный тунец в собственном соку и хрустящий, слегка с кислинкой, маринованный огурчик. Также туда добавляю мелко нарубленный лук. Все это нужно заправить майонезом. Начинка не должна быть жидкой, иначе при нарезке будет выдавливаться. Она должна хорошо держать форму, не слишком сухой и не жидкой. Можно также туда добавить сахар для вкуса, но это по желанию. Убираем готовую начинку пока в сторону. Берем крабовые палочки, очищаю их от пленки и крошу руками их вдоль волокон. Можно также их нарезать пополам. В настоящий кимпап обязательно кладут маринованный дайкон. Я его заранее замариновала. Ссылку на рецепт оставлю снизу. И еще нужно пожарить яйца. Я беру яйца комнатной температуры, разбиваю по одному в миску. Солю яйца немного и хорошо перемешиваю. Затем жарю на сковороде минут 10 под крышкой на маленьком огне. Готовый омлет нарезаю на полоски шириной не более 1 см. Сосиски я просто почистила и слегка обжарила на сковороде. Рис готов. Убираю морскую капусту, но не выбрасываю ее, конечно. Выкладываю рис в отдельную посуду, где мне будет удобно все перемешать. Рис получился очень рассыпчатым и мягким. Ламинария отдала все свои полезные свойства и легкий уловимый запах моря. Секрет вкусного кимпапа – это правильная заправка риса. Солю я специальной солью, переводится как вкусная соль, и кунжутное масло хорошего качества. Здесь главное не переборщить с солью и маслом.
все должно быть в меру. Если нет такой соли, то можно использовать простую соль. Пробую рис на вкус. Все нормально. Все заготовила, и можно приступать к заворачиванию ролла. Чуть не забыла, подготовим листья ким. Они вот такие плотненькие, слегка. Их встряхиваем, убираем мелкую стружку. Кладем ким шершавой стороной вверх, чтобы было хорошее сцепление риса. Беру рис, слегка сжимаю в шарик. Рис не должен превышать 130 граммов. Все-таки опыт приготовления кимпаба у меня большой, поэтому легко на глаз могу брать нужное количество риса. Шарик риса кладу на середину кима и распределяю равномерно рис по всему киму. Стараемся сильно не давить по рису, аккуратно распределять тонким слоем, но без зазоров. Бока полностью покрыть рисом, снизу оставить 1 см примерно, чтобы легко было цеплять их при заворачивании. Делаю кимпаб с сосисками. Выкладываю овощи. Сначала дайкон, яйцо, затем сосиски. Распределяю морковь и огурцы. Стараемся распределять ровно, чтобы ролл был без бугорков желательно. Затем кладем крабовые палочки. Хотя начинки для кимпабов очень много, включая в себя разные сочетания, есть классические ингредиенты, которые всегда входят. Это дайкон, морковь, яйца, крабовые палочки. Сворачивать ролл нужно снизу, цепляя края, и накрыть полностью начинку. Пальцами надавливать сильно, сжимая ролл покрепче. Свернуть в рулет, поглаживая от середины к краю кимпаба, сглаживая как бы неровности. Вот таким должен быть пухленьким кимпаб, ровным и плотным. В домашних условиях чаще кимпаб заворачивают специальной циновкой, так как ролл получается ровным и не нужен особый навык. Здесь главное уметь плотно закатывать ролл, чтобы рис схватился с начинкой, иначе при нарезке кимпаб просто рассыпется. Я же хочу показать, как можно делать кимпаб дома, не имея специальных приспособлений. Совет первый. Рис должен быть горячим или теплым. Также заворачивать кимпаб в перчатках, чтобы рис не прилипал к рукам. Еще хочу сказать про рис для кимпаба. Он должен быть круглозернистым, хорошего качества. При заправке риса масла много не наливаю, иначе он плохо склеивается. Кимпаб с колбасой или сосисками очень популярен среди молодежи и детей, поэтому я стараюсь делать их побольше. Сам процесс готовки быстрый, как видите, если не считать время заготовки ингредиентов для кимпаба. Для кимпаба с тунцом подкладываю под начинку лист кима, чтобы сок тунца не просочился через рис и не порвал кимпаб. Разделила вот таким образом пополам и одну половинку прям кладу на середину. Поверх кима кладу заправленный тунец, распределяю равномерно. По краям тунца кладу дайкон маринованный и яйцо жареное. Слишком длинный дайкон отрезаю ножом. И так же, как предыдущий кимпаб, по очереди кладу морковь и огурец. Распределяю это все равномерно. В конце распределяю крабовые палочки и заворачиваем плотно. Кимпаб лучше кушать свежими, и перед тем, как нарезать его, обязательно нужно смазать кунжутным маслом или посыпать кунжутными семечками, но это по желанию. Подают кимпаб соевым соусом, заправленным кунжутными семенами
и острой соевой пастой, по желанию, конечно. Хранится кимпап недолго, к сожалению, всего несколько часов. Режу его острым ножом на 9-10 кусочков. Для детей можно нарезать потоньше, чтобы удобно было им кушать. Вот такой в разрезе получается кимпап. Выглядит необычайно аппетитным, ярким. И главное, что это очень сытное и питательное блюдо, которое придаст сил на весь день. Кимпап подходит как для повседневного рациона, так и для праздничного стола. Это лучшее блюдо корейской кухни, которое широко распространено не только в Азии, но и по всему миру. Оно прославилось своему насыщенному, неповторимому вкусу, питательности и полезными ингредиентами в своем составе. Так что готовьте, пробуйте, экспериментируйте. Главное, чтобы она нравилась вам в первую очередь и, конечно же, вашим близким. Я старалась по максимуму поделиться рецептом приготовления кимпапа. И если у вас возникли вопросы, задавайте, и я всегда отвечу на них. С вами была Наталья. Пока-пока!